ждем, когда водитель покушает. Ничего, что время уже, собственно, Мы уже должны ушло, ехать. но Ну, водитель сказал сиеста. и злой вот. водитель, голодный водитель – это плохой водитель, поэтому в целях безопасности. Это мы. Едем черти знаете куда, черти знаете да. Нет, мы вроде знаем, куда мы едем. Куда мы едем? Памятник. В Колумбу. Но он там называется как-то чуть хитро. Интересно называется, но сейчас мы будем читать. 40 минут у нас есть. Где выше или повыше? Итак, сегодня 10, уже 10 апреля. Мы приехали в Бен-Аль-Мадену. Это пригород Малаги. Ну, даже не пригород, ну, типа как Жодино к Минску. Вот так. Бен-Аль-Мадена. Тут выговорить ее, конечно, не так просто, как Малагу. То есть это курортный город. Англичане любят, да, этот курорт. И мы сейчас ищем, по крайней мере, памятник Колумбу. Называется замок Каламарес. Воробьи. Воробья вижу. Вон второго воробья вижу. А где тут попугаи? Да, здесь не слышно. Ветерок сегодня, говорят, градусов 20, но солнца нет. И с ветерком не сказать, что жарко. Но вот так, как мы есть, нормально. Все ближе спускаемся к морю. Море мы наконец разобрались, что, ну понятно, Средиземное море, но здесь часть называется Альбаран, да? Альбаран, то есть Малагу омывает Альбаран. Что-то такое. Отдыхающие. Отдыхающие, что-то в этом роде. И вот мы уже приближаемся к этому памятнику архитектуры. Ну да, памятник, можно так сказать, хотя это очень даже свежачок. Просто посвящен событиям 500-летней давности. Но сейчас расскажу. Мы нашли вход, идем к кассам. Кастильо Монумента Каламарес. Что? Да, он открыт с 10 до 20. Стоит всего лишь для взрослых 3 евро. Согласитесь, это немного. Is all in your language in Russian. Thank you. У нас даже будет информация на русском языке. Сейчас мы кодик отсканируем.
кафешечка. Ой, тут сразу можно было начинать. Я думаю, тут написано на каждом, где что. И все. А? И все. Что? Информация? Да. Это после вчерашнего тебе кажется и все? На стенах здания это общая информация, вводная. На стенах здания вы увидите цифры. Это номера глав этой книги, которые сам доктор разместил для вашего лучшего понимания. Так. Этот памятник вообще создал стоматолог, доктор медицинских наук. И строительство велось с 1987 по 1994 год. То есть 7 лет из песчаника, ракушечника, цемента, кирпича и камней 3 человека, то есть сам этот доктор наук, и то есть стоматолог и 2 подручных, ну, так сказать, строителя действительно, возвели вот то, что мы сейчас и увидим. То есть для доктора это было хобби, просто хобби, ну, денег было, видно, немерено. И он, ну, правда, написано, что к 500-летию он хотел это возвести, но с учетом, что закончили в 94-м, а вообще-то 500-летие в 92-м отмечалось, ну, как бы, ну, думаю, что тут были, видно, отделочные работы. Так, это вводная часть, а потом мы пойдем уже конкретно. Сейчас сделаем небольшой перерыв. Здесь нужно идти и по цифрам включать информацию с QR-кодов. Так, ищем на первом. QR-код. Это фонтан Ла Кулебра. Начало. Змей земного рая, ползущий по листьям. Видим змей? Ползущий по листьям, знакомит нас с Христофором Колумбом как человеком, пришедшим в этот мир и его особой историей. Итак, значит, первый это был фонтан начала. Второй памятник дом Фердинанда или дом Арагона, башня Арагона. Это место, где находились владения, ну, напоминает владения Фердинанда Арагонского, который был мужем Изабеллы Кастильской, то есть это вот 2 короля, муж и жена, которые и дали согласие на отправку Колумба на поиски, ну, на самом деле, искал-то он Индию, но в результате нашел Америку. Вверху башни готические вот эти вот все элементы заканчиваются вдруг неожиданно еврейским символом звездой Давида. Это как бы намек, отсылка к тому, что у Колумба были все-таки еврейские корни, подозревают, что он даже получал в детстве образование в еврейской школе. Ну, как бы в любом случае он стал ярым католиком, и в его жизни ничто уже не напоминало о еврейском прошлом, даже если оно и было. В любом случае он это скрывал. Так, третий объект – это фонтан молодоженов. Это как раз попытка изобразить Фердинанда в детстве и Изабеллу Кастильскую тоже в детстве. Там своя история, кстати, любви. Это же был, конечно, династический брак. Тут никто особо не учитывал, там, нравится, не нравится друг другу кто-то. Но им повезло, они были более-менее одного возраста и вроде бы как понравились друг другу. Брак их все равно был тайным, потому что там не были родственники согласны. Но это не важно. В общем, доктор медицины решил изобразить их в детстве и увековечить таким образом в виде фонтана. Дальше вот эта башня – это отсылка к дому Кастилии. Кастильская, видно, какие-то элементы в ней есть.
дом Изабеллы, то есть Кастильская башня. Изабелла у нас Кастильская. А Фердинанд мечтал заполучить земли Кастилии в свои владения. Ну, что в результате брака и то, что он пережил Изабеллу, это и получилось. Так, идем к следующему. Так, опять дождик закапал. Ну, это такой курортный дождик. Не сказать, что он нам очень мешает, но снимать не очень помогает. Так, это ворота такие с двумя арками символизируют вот уже встречу королей Фердинанда и Изабеллы с Колумбом после их знакомства и после того, как Колумб объяснил им свой проект, чего он хочет добиться и чем это грозит в положительном смысле Испании, обогащение, точнее, Испании. Они согласились, короли, обеспечить ему эту экспедицию, и тогда Христофор перевез свою семью в Кастилию, обеспечил им привилегированное положение там, и уже со спокойной душой, что все, семье он будущее обеспечил, он мог отправиться в путешествие. Пинта, вот впереди уже вижу название Пинта, вот это корабль Пинта, каравелла Пинта. Самая быстроходная из трех, то есть Колумб плыл на 3 кораблях: Санта-Мария, Пинта и Ниньо. Один я вижу, первый был на входе в Санта-Мария, пока не увидела, ну ладно, видите, как громко там все кричат. И тут ведь везде можно зайти внутрь. Вот я бы хотела вот туда. Я хочу, чтобы Виталик снял меня в той башенке Фердинанда. А ты попробуй. Так, шестой машина. А может нет, там где вот это. Ну ладно, давай. Моя мечта попасть в ту башню пока не сбыточна, потому что, оказывается, ну, было понятно, что вот эти две башни должны соединяться, и вот надо было бы через вот эту пройти башню Арагона. Но так как денег пока не хватило, они не достроили вот эту башню с переходом в ту. Поэтому, к сожалению, пока я туда не попаду, и мы идем дальше. Фонтан Надежды. Дань уважения Колумбу хотят отдать не только люди, но и собаки. Да, путешествуют с четвероногими тоже. Так, этот объект с носом корабля Пинты сделали как дань уважения капитану этого корабля. Ну, его имя тоже запечатлелось в истории, естественно. Какие штучки тут, типа горгулек тоже. Симпатично. Горгулька. Так, ну зайдем внутрь. Что ж, зря.
трогать. Я думаю, это тексты, которые... Ну, это, конечно, просто копия, но вот то, что было написано, где-то есть оригиналы, вот в те времена, когда совершалось путешествие. То есть что-нибудь к самому концу 15 века имеет отношение. Да, такие чуть-чуть шуточки небольшие. Как примерно выглядит. К следующему объекту. Вот уже и солнышко выглядывает. Замечательная погода. Красивая ракушка. 8-я страница этой эпопеи нас отсылает к тому, что Колумб-то думал, что он плывет в Индию. Соответственно, вот эта башенка уже напоминает что-то индийское. Элементы. Да, изначально он так и представлял, что он доплывет до Индии, потом окажется в Китае, привезет кучу шелка, специй. Расчет был на это. Талик увидел бананы. Почему ты думаешь, что это цветы? Цветы. Черная вот эта? Черные, из них белые. А я тут увидел. Посмотрите! Ящурки, причем со всех сторон. Мне этот мужик напомнил Брежнева. Вот ему костюм одень с галстуком. И будет Брежнев в молодые годы. Но ящурки меня, конечно, в шоковое состояние ввели. И слушай, она замерла, как гусеница сейчас лежит такая. Вот если сейчас, я думала, что это она лапки вытянула вон, и все, уже не гусеница. Я хочу туда. Это как раз Санта-Мария. Это флагманский корабль Каракас или Карака, вот как-то так он называется. Ну, по описанию, типа, если сравнивать с машинами, то Каракас – это грузовик тяжелый, то есть его нагружали провиантом, соответственно, он лучше держался на волнах, более устойчивый был, но медленный был. А вот, например, Пинта была самая быстроходная. И именно с Пинты, быстроходная это каравелла, с Пинты и был увиден берег Америки. Ну, в данном случае это были острова там. Поэтому с нее и прокричали «Земля!» там. Вот это именно Пинта в этом плане опередила всех. Каравелла. Выше. Вот там и видна третья каравелла. Нинья. Нинья была любимой каравеллой Колумба. И Санта-Мария, вот эта вот, она же разбилась, она села на рифы. И все, собственно, ее уже не вернули. Из ее остатков потом сделали форт. Первый форт, первое поселение.
а вернулся Колумб на Нинье. И вот там вот вдали, если видна, то это вот наверняка она. Официальное название у нее, кстати, другое. У нее просто называют ее Нинья по имени братьев, которые, по-моему, построили эту каравеллу. И не по именам, это, видно, их фамилия была, Нинья. А вон там вот, это ж львы, наверное, вот мне отсюда плохо видно. А там еще львы есть, а меня туда не пустят. Вот так всегда. Больше видно что? Все видно. Я хочу, Виталик, чтобы мы сняли обратный план отсюда. Вот здесь. Нажми кнопку. Не знаю, что там видно, но мы, в общем, добрались. Мы на Санта-Марии, памятник Колумбу. Пошли. Еще одна деталь. Карта. Карта места, где затонул корабль Санта-Мария. И из его бревен был создан первый форт, поселение на Новой Земле. И вот эти вот кости – это отсылка в память о моряках, 39 моряков, которые в этом форте должны были ждать прибытия следующих кораблей, но все они погибли. Так что это печальная история. Ну, какая есть. Фонарь как напоминание о моряках, которые ждали на берегу возвращения корабля, но так и не дождались. Все погибли. Так, 12-й. Где-то у нас 13-й. Сейчас будем смотреть. С собаками идут. Видимо, мы подходим к концу в нашем осмотре этой достопримечательности. Вроде бы мы сняли все, что здесь было. Мы можем еще спуститься все-таки вниз, посмотреть, да? Фактически получится по кругу, а заодно можем поделиться впечатлениями. Так. Здесь есть туалеты. А мы это вначале даже проговорили, по-моему, когда сразу зажигали, включали камеру. Ящик. Продолжаем. Да, еще раз вернемся к нашему Брежневу. Вторая там выглядывает. Да их вон вторая, а вон в расщелине, видишь, еще одна. Конечно. Сейчас на меня как прыгнут. Да. Так, идем, пройдем вокруг. Может, мы еще что-то упустили. Не уверена, что тут все закончилось. В общем, впечатления такие. Ага.
А тут вот курочка какая-то, ряба без головы. Всадник без головы, да. Курочка. Смешно. Публики, да, отсюда тоже хорошо можно снимать еще что-то. В общем, правильно, эксперты пишут, что это не представляет как бы художественной ценности какой-то, но так для фотосессий это интересное место. Ты знаешь, чего мы еще не увидели? А где же эта церковь? Вот я как-то не поняла. То есть либо мы еще куда-то не зашли. В этом памятнике 2 объекта книги рекордов Гиннесса. Во-первых, он вошел в книгу рекордов Гиннесса, потому что это самый крупный памятник Колумбу вообще на Земле. Он занимает, считается, 1,5 квадратных километра. А второй, правильно же, 1500 метров квадратных, 1,5 километра. А второй рекорд Гиннесса: на его территории находится самая маленькая церковь в мире. Она 1,96 метра. Возможно, то, что там где-то внутри. Я думаю, что это внутри. Церковь Святой Елизаветы Венгерской какой-то. Вот явно, вот там было типа закрыто написано, но она где-то есть. Да. То ли не все достроено, то ли реставрация. Но мы же идем туда. Ну, в общем, у меня ощущение, что я еще вот не нашла одну достопримечательность, вот эту вот самую маленькую церковь. Ой, какие там чудесные кактусы. Тут птичка с головой. Все на месте. Сейчас попробуем спросить у ИИ по поводу этой церкви, где конкретно она находится. Упустили мы что-то или нет? И вдали горы, и чьи-то дома, или это там гостиница, непонятно. Ну, дома, наверное. И вот там дома. И вот там все дома. А там море в дымке. Что-то тоже снимает. Вот, в дополнение ко всему увиденному и услышанному, я таки посмотрела ИИ. Он подсказывает, что церковь находится на 3-м этаже. Вот, видимо, вот в этой части комплекса. Она хоть и крошечная, и внутри установлена статуя Святой Елизаветы, но там даже умудряются венчания проводить. Но поместиться может только священник, а жених и невеста стоят у входа снаружи. Ну вот, хорошо. Мы поняли, что мы ничего не пропустили, просто туда сейчас нет допуска. А может, его вообще нет, и только для проплаченных венчаний там открывают. Не исключаю. Да, я думаю, там развернуться негде, поэтому если бы еще сейчас тут начали ходить по лестничкам там, маленьким, ничего хорошего бы не было. Понятно, все, совесть чиста, мы все увидели. Но у меня ощущение, что этот комплекс они собираются расширять, потому что то, что я прочитала в описании, вот по этим номеркам с QR-кодами, явно есть отсылка к тому, что еще будут башни какие-то. Но, опять-таки, по первым впечатлениям... 600-летию. К 600-летию. Все может быть. Было бы желание. Нет. Что? Ой,
Смотрите, какой сторож. Сторож. Так. Теперь... вот теперь задачка со звездочкой. Мы шли вниз, а теперь нам надо... И было прохладно, да. А сейчас нам надо вверх, и уже так начинает... Ну, не то, чтобы припекать. Мне так очень хорошо. Но, может быть, некоторым будет вот жарковато. Уже жарковато. Вот еще этот какой-то парк бабочек. Ну, это тоже наверняка за деньги. 10 евро. Ну, конечно, хорошо. Так, мы идем по проезжей части. Бен-Аль-Мадена. Называется курортный городок. Туристика. Близ Малаги. Ну вот. Пока-пока. Замок Коламарес. Все, идем наверх. How long is it? How long? How long? What means? How long time? The time? How long? It is in 7 minutes, 8 minutes. Yes. Okay. Thank you. Шесть-семь минут. Может, 17. Ой, смотри. Он бросает сардину, а они ловят. По-моему, она словила. Еще бы они не охотились. Надеюсь, я сняла. Сейчас еще одну будет. Шоу. Я просто не успеваю смотреть. Я не знаю, за кем смотреть. Gracias. Ну, надеюсь, у вас не отберут. А ты не хочешь сфотографироваться с этим блюдом? Во-первых, скажи впечатление свое. Чем-то напоминает шпроты, но Громче. шпроты напоминают, только более свежие. Такие косточки есть, но они очень мелкие. То есть проглатываются. А ты собираешься головы есть? Нет. А ты отделяешь, да? И нам еще булочку принесли. В общем, мы посмотрим чек в результате. Ну, в общем, вот так это дело. Сейчас он еще раз кинет. Подожди, мне так интересно. Они улетели куда-то пока. Он не знает, кому дать. О! Не словила. Смотри, опа, опа. Ну.
Так, а фотографию мы сделаем? Сейчас еще одну. Я не могу. Я наблюдаю за этой картиной. Классно. Все, мы покушали, мы взяли. Ты доволен? Очень. Я рада. Все, спасибо большое. Чье удовольствие. Gracias. Thank you so much. Gracias. Adios. Все, поднимаемся. Все, мы идем на автобус и едем в Малагу.